Привет, Кавер Project. Меня зовут Алла Шумейко, и сегодня я вам покажу загородный дом, сделанный мною для заказчиков в Подмосковье. Еще на первой встрече заказчица рассказала мне о любви к французским замкам, к французским интерьерам. И очень хотелось создать такое семейное родовое гнездо, в котором были бы такие мягкие французские акценты. Конечно, это непростая история, потому что дом представлял из себя деревянное строение из оцилиндрованного бревна. И в этом смысле создать в нем атмосферу французского замка было далеко не просто. Я пришла в этот дом уже на последней стадии строительства. То есть практически он был возведен под крышу, и дальше мне довелось, я бы сказала, поучаствовать и в выборе крыши, и в выборе цокольного камня, немножко привести дом в соответствие с запросами заказчицы. Мы его покрасили. У нас совершенно монументальный получился каминный портал. Делали мы его на заказ, изготавливал его талантливый скульптор из известняка. Мы его старили, мы придумывали свой рисунок портала, использовали геральдические детали. Сначала задумались о гербе, но потом просто решили, что мы будем использовать какую-то геральдическую символику, которая нравится хозяевам. В конечном итоге получился абсолютно такой монументальный, правильный, я бы сказала, очень красивый портал, который понравился и мне, и хозяевам. И сейчас он является таким центром притяжения в доме, как собственно, и должно быть. При создании этого интерьера я столкнулась с тем, что, безусловно, надо было внедрить некоторые современные вещи. Как обойтись без телевизионного экрана, не обязательно смотреть передачи, но можно смотреть прекрасные фильмы. Совершенно невозможно его представить просто в классическом интерьере. Здорово, что есть современные уже технологии, и зеркальный телевизор в классической раме спас ситуацию, а красивый комод, полностью начиненный аудио и видеоаппаратурой, скрыл все эти достижения современной техники. И ни один человек не догадается, который заходит в интерьер, что здесь именно располагается телевизор. Колонки от телевизора спрятаны, постаменты, на которых стоят жирандоли. Поскольку в заказе звучали словосочетания «родовое гнездо», «семейное гнездо», мы с вами понимаем, что это не может быть мебель абсолютно новая, вся из магазина. Что-то должно быть привнесено из других поколений, из другого времени. И я была очень рада, потому что далеко не все заказчики способны принять антиквариат в свои дома, в свои квартиры. Кому-то это что-то напоминает, кого-то что-то пугает. Но, о счастье, моя заказчица, она к этому моменту имела несколько антикварных предметов. В результате пара кресел у нас прижилась в спальне. Мы даже ее не переобивали. То есть они вполне хороши в том виде, в каком они есть. Другую пару кресел мы переобили. Они находятся сейчас в кабинете библиотеки. И прекрасно и счастливо здесь живут. И я так считаю, что если это кресло пережило несколько веков, может быть, даже нескольких хозяев, в общем, может быть, наоборот, она что-то несет хорошее. С библиотекой у нас связана отдельная история, потому что вдохновением к созданию этой библиотеки послужил ни много ни мало, как будуар Екатерины II в китайском дворце Раненбаума, который меня поразил прекрасными росписями на ореховых панелях. Я увидела просто буквально ветки сирени, которые для меня казалось, что они совершенно возможны на статусных ореховых панелях.
И я не очень часто использовала этот материал, как раз и мне казалось, что достаточно в нем пафоса и как бы формальной такой истории. Но вот оказывается, что можно и так. Именно поэтому решили сделать именно из этого материала, потому что подумали, что какие-то росписи совершенно его преобразят. Вообще с библиотеками в этом доме особая история. Изначально, когда я делала комнаты для ребенка, я туда поставила каталожные шкафы. Я их присмотрела в одной испанской компании, они были из черного металла, очень мне нравились. Но как-то мы их не сразу приобрели, они у нас были в планах. И вот в какой-то момент мне позвонили и сказали, что в Ленинской библиотеке меняют каталожные шкафы, и они практически все отправляются на свалку. Спросили меня, не нужны ли мне такие вот шкафы. Я, конечно, с радостью сказала, что вот мне прямо очень-очень даже нужны. Мы забрали эти шкафы, мы поменяли, конечно, внутренности, но все названия на этих каталожных шкафах есть и печати, и эмблемы. Там все осталось из Ленинской библиотеки. Интересно, что вот эту французскую тему у нас продолжают, да, и живопись, гравюры. Специально для нашего интерьера была написана картина «Малый Трианон», которую создал Андрей Ремнев. Услышав, что мы делаем интерьер с французскими акцентами, рассказывает, беседуя с хозяйкой о том, что ей хотелось здесь увидеть, да. И вот совершенно вот вписавшаяся в этот интерьер, эта работа заняла здесь достойное место, мы ее очень любим. Французская история не заканчивается, да, скажем, на этой картине. Ведь обязательно в таком, я бы сказала, классическом интерьере, хотя в нем есть, конечно, много эклектичных каких-то элементов, текстиль играет огромное значение. Потому что вначале, да, разговаривали о том, что заказчица хочет, потому что она была главной вдохновительницей этого интерьера. Мы с ней вместе посмотрели фильм Софии Коппола «Мария Антуанетта», который очень красив с точки зрения картинки. Вот, и там очень много показано дворцовых интерьеров, очень много красивых тканей. Потом, пересмотрев фильм это еще раз, эти ткани, которые у нас использовались, например, вот в спальне, в будуаре перед спальней, у нас именно ткани французских фабрик, которые были вновь сотканы по архивным образцам. И многие эти ткани я узнала, вот рассматривая кадры этого фильма «Мария Антуанетта». Ну, в общем, удивительная история. Если ты что-то там ищешь, что-то делаешь, оно само вот как-то подбивается и выстраивается, да, вот в целую концепцию. Должна сказать, что интерьер этого дома не является чисто классическим интерьером. Здесь много эклектичных деталей. Вот давайте, да, например, посмотрим кухню. Совершенно такое технологичное помещение, в котором есть и плита, оказывается, есть холодильник. Даже сама современные кухонные шкафы, они абсолютно далеки от классики. Понимаете, вот это сочетание, казалось бы, на первый вид, на первый взгляд, да, несочетаемых вещей, оно работает. Оно работает и говорит, в принципе, о том, что мы живем здесь и сейчас, и у нас не было задачи сделать вот абсолютно интерьер, допустим, 18 века французского или 17 века, или еще что-то. Мы делаем современный интерьер, мы играем, работаем вот со всеми классическими формами и современными предметами. Хотелось еще рассказать о санузлах, о ванных комнатах, потому что именно создание этого интерьера, да и вообще я подхожу именно к этой теме как создание определенных комнат, именно комнат.
И, например, у нас есть детский санузел, в котором есть целая библиотека. Есть гостевой санузел при входе. Там стоит напротив витрина с какими-то редкостями, с интересными вазами. Там есть окно в пол с прекрасной занавеской, с тропическим рисунком от Пьера Фрея. Там на полу лежит красивый мраморный пол. И проходя, я говорю, еще раз подчеркну, проходя мимо этой комнаты, в жизни не догадаешься, да, при открытой двери, что это туалет, просто можно назвать. Поэтому я не хотела бы это так называть. Это туалетная комната, ванная комната. Ванная комната хозяйки, вообще прекрасный будуар, в котором есть и совершенно роскошные кресла с вышивками. В ней есть даже кованая винтовая лестница, которая ведет в секретную комнату, в мансардную. Поэтому все, что здесь есть в этом доме, это комнаты, которые далее продолжаются и на улице. Интерьер загородного дома совершенно не заканчивается внутренними комнатами. Для чего мы переезжаем за город? Для того, чтобы дышать свежим воздухом. И если у вас есть прекрасная территория, есть сад, давайте сделаем садовые комнаты. Потому что жизнь на воздухе – это то, к чему мы стремимся. Поэтому, закончив интерьер, мы вышли на улицу, потому что у нас был прекрасный павильон уличный с крышей, в котором мы создали большую гостиную. Тут есть камин, тут есть обеденный стол, на котором мы накрываем, проводим праздники, особенно там в теплое время года. И есть зона отдыха. У нас есть терраса, которая непосредственно можно попасть, выйдя из гостиной дома. Она тоже обустроена. Тут есть диваны, тут есть подсвечники на стенах, тут есть стол, какие-то вазы, тут есть красивые лестницы, в которых стоят фонари. То есть в этом есть такой вот правильный переход из дома на улицу, да, и он все предполагает к тому, что ты здесь отдыхаешь. Вот эта история, да, про релакс в загородном доме, она обязательно должна продолжаться в саду. Есть группа с коваными французскими стульями, которые мы тоже купили на просторах блошиных рынков Франции. Есть старые вазоны, в которых живут цветы, которые мы периодически сажаем обязательно весной, создаем эти композиции. У нас есть даже статуи, которые антикварные, небольшие бюсты, которые располагаются на старых классических колоннах, которые служат им постаменты. И вот таким образом, переходя от одной группы к другой, вот особенно когда, если у вас большой праздник, вы можете почувствовать всю прелесть этой загородной жизни. Дом выкрашен в очень сложные, темные, и я бы сказала, камерные цвета, что, безусловно, подходит не каждому заказчику. Но в этом-то и заключается наша работа – услышать заказчика и создать интерьер абсолютно соответствующий отдельно взятому семье или человеку. И я считаю, что вот этот дом, он абсолютно отражает хозяйку, и, собственно, я знаю об этом.